Она же вроде бы тоже собиралась. Так, все, коллеги, эфир пошел. Сразу хочу вас предупредить, трансляция идет только в две социальные сети, одна из которых вами очень всеми любимая, это Инстаграм. Вот, но трансляция в Инстаграм, как вы понимаете, у нас ровно 1 час, но сегодня мы будем говорить до тех пор, пока не решим все вопросы. Что такое за вздох? У кого был такой вздох? Кто там у нас умирает? Значит, коллеги, что? У меня был вздох. Понял. Значит, сразу хочу перед вами извиниться. То есть мы планировали сегодня стартануть 9 часов. То есть хочется сделать такое утреннее кофе с Вивасан, ну, потому что 9 часов – это реально для многих утро. Но я сегодня не то, что не проспал, нет, я встал сегодня нормально. Но просто трансляция у меня должна идти вот в соседней комнате. Но чтобы там вести трансляцию, там надо вначале убрать. Сделать это физически невозможно уже в течение нескольких месяцев. Но, надеюсь, в следующей субботе я сделаю. Почему? Потому что благодаря нашим прямым эфирам я очень вам всем признателен, что вы принимаете в этом активное участие. Вот только благодаря вот этой движухе, которую мы уже начали создавать, люди стали регистрироваться на нашей обучающей платформе, но, как вы понимаете, что даже те люди, которые приглашают, не совсем понимают, как там что делать, плюс вы-то привыкли к той версии, которая у нас была, а сейчас у нас, как тут вот сказала Ирина, ой, вы там все поизменили, я ее полностью переписал. Поэтому нужно рассказывать о том, что Юль, ты хотела? Микрофон у кого-то включен или телевизор, или что-то говорит. Ну, да. Ну, ладно, вроде пока все нормально. Значит, нужно о платформе рассказывать, и я буду этим заниматься по субботам. Вот в субботу у нас будет именно вебинар, который будет посвящен платформе. Именно сегодня я хотел с этого начать. Но давайте решать первоочередные задачи. Сейчас самая первоочередная задача – это все-таки наладить работу в нашем чате, вот в той инициативной группе, которую мы с вами собрали. Поэтому, коллеги, давайте сегодня с вами хотя бы решим то, что мы начали на первом вебинаре, и сегодня мы с вами это должны, скажем так, закончить. Потому что, как вы понимаете, с первого раза, ну все, трансляция в Инстаграм идет, отлично, с первого раза все решить невозможно. Значит, если вы видели, давайте я буду все-таки включать экран. Конечно, для людей, которые у нас сидят в Инстаграме, это будет очень нехорошо видно, но что поделаешь. Итак, коллеги, значит, вот наш вебинарный план. Я специально не стал делать отдельную табличку для того, чтобы вас не путать, потому что прекрасно понимаю, когда много ссылок, много таблиц, это просто создается хаос. Вебинарный план – это то, что мы делаем в интернете. Именно отсюда мы берем всю информацию по предстоящим вебинарам. Все рекламные материалы, которые мы делаем для вебинаров, тоже здесь доступны. Да? А мы как раз и занимаемся тем, что создаем эти качественные рекламные материалы. Поэтому в вебинарном плане я сделал просто отдельный лист, который называется Vivastars Content. Вот тут вот. Значит, коллеги, я тут еще, конечно, сделал несколько листочков, о назначении которых я потом расскажу, или, может быть, о некоторых даже сегодня расскажу. И вот тут вот внизу, обратите внимание, я тут для себя немножко накидал, какие вопросы хотелось бы нам сегодня с вами обсудить. И вот смотрите, коллеги, на первом мы с вами вебинаре о чем говорили, что для того, чтобы мы не трепались о непонятно чем, да, а все-таки говорили предметно, нам нужно формировать ТЗ. Кто помнит, о чем мы договорились на первом варианте нашей встречи, как будем формировать ТЗ? Кто помнит, к какому соглашению мы пришли? Творческое задание, оформление. ТЗ, техническое задание. Да, ТЗ, техническое задание. Извините, я просто привычную для себя аббревиатуру делаю. То есть как будем ставить... Картинка и что туда написать. Да. Вот. Плюс я там, конечно, немножко, наверное, задачу усложнил, и я хотел, чтобы вот это ТЗ мы все вместе с вами обсуждали. Вот пока у нас не очень получается коллективное обсуждение, согласны или я, может быть, не прав? Но не очень как-то у нас вот в плане хотя бы постановки задачи коллективного обсуждения не получается. Или я не прав, или получается? Почти получается. Прав, ну, потому что мало людей как бы участвует. Но я все-таки вам предлагаю эту задачу упростить. Вот смотрите, вот сейчас как я предлагаю вам это делать. Например, нам нужен пост о козе, да?
Вот, кидаем мы козу в чат. Я понимаю, что человеку, который является участником нашего чата, требуется рекламный пост на конкретную тему, ну, козье масло, да? Что я буду делать? Я буду именно с этим человеком, которому нужно сделать рекламный пост, у которого сейчас озарение произошло, я буду ему в личку писать. Я не буду ничего там писать в чате, чтобы вас не отвлекать, понимаете? Потому что вот это нужно конкретному человеку. Ему нужен пост о козьем масле. Я с этим человеком списываюсь в личке. Даже не списываюсь, но вы знаете, как я пишу, да, 2 слова, 8 ошибок. Я потом сам нифига не понимаю, что я написал. Поэтому я буду вам наговаривать голосом. Пожалуйста, тоже отвечайте мне голосом, но вы все пишете без ошибок. Все, что вы пишете, я понимаю. То есть вы мне рассказали, что вы хотите. То есть мы с вами 1 на 1 обсудили то, что вы хотите. Все, я это делаю. Я это делаю, и сразу же, после того, когда у меня готов первый вариант, я кидаю уже в наш чат первый вариант того, что я сделал. И вот тогда, да, пожалуйста, все, кто хочет, а я призываю всех принять в этом участие, мы начинаем обсуждать, что я там сделал не так, что я написал не так и так далее. Вот такой вариант, как вы считаете, он будет лучше или он будет хуже? Надо попробовать в любом случае. А там в чем вы думаете? Если вот предлагает человек идею, у него идея может быть одна, у других другая. Как бы тут иногда обсуждение тоже классно, иногда в обсуждении рождается истина. Я соглашусь, я тут тоже соглашусь. Но понимаете, если мы долго будем обсуждать ТЗ, понимаете, мы будем, ну, реально еще дольше уходить от конечного результата. Игорь, я думаю, знаете что? Да. Во-первых, надо сначала определиться, с какой частотой мы это будем делать. Например, да, 1 продукт в день. Все. И мы придерживаемся этого графика. Потому что вот так вот, когда накидали, просто вот, ну, просто такой раскардаш. Я вообще, я показания-то, например, я ничего не успела написать. Да, вот придерживаемся такого графика. 1 продукт в день. Отрабатываем. Дня достаточно, чтобы кинуть во всех соцсетях. Но зато у нас будет постоянно как минимум 1 пост во всех соцсетях. Кто не успел, это уже его вариант. А так придерживаемся вот такого, ну как в принципе... Еще можно сказать такое? Вот Игорь сказал, как, кому нужна коза, тому козу, там вот личку писать. Я не согласна. Почему? Я спросила у одной своей девочки, она типа работает, ну, типа работает, у нас таких много у всех, да? Я у нее спрашиваю, она очень хорошо в Инстаграме там пропагандирует себя. Я у нее спрашиваю, ну как, вот ты сейчас не заметила? Пропагандирует себя, это что значит? Она выкладывает свои фотографии, да, ну, в Инстаграме. Не полностью одетыми? Значит, нам нужно, чтобы она пропагандировала не столько себя, сколько компанию. Да. Козу! Козу, да, понял. Вот, я у нее спрашиваю, заметила ли ты, что как бы Вивасан сейчас как-то круто продвинулся вот за эти дни? Я не заметил, извините. Потому что товарищ учитель, он никогда не замечает. Татьяна Митрофановна, ближе. Дайте мне сказать, то будете говорить вы. Да. Все, никого не затыкаем, сегодня говорим свободно. Да, несколько дней вы какие-то агрессивные. Поэтому нет. Все равно хорошо, что мы делаем 1 пост всеми, тогда нас будет более заметно. Я такого мнения. Смотрите, Татьяна, вы, наверное, не совсем поняли то, что сказала Жанетта. То есть она сказала, что должен быть план. И я сегодня хочу об этом сказать. Я хочу поговорить сегодня о контент-плане. Вот еще, Игорь, можно еще можно одну ремарку? Давай, конечно. Значит, как я это вижу, да? Берем 1 продукт в день, отрабатываем его, все в соцсетях, все выкладываем. Но здесь еще нужно понимать, что существует сезонность, как в любом бизнесе. И у нас тоже есть, так, как скажем, сезонные продукты. Потому что сейчас пошли, нам четко нужно распределить, вот на декабрь, допустим, сделать такую таблицу, какой продукт у нас когда в течение идет, чтобы это действительно было, вот, ну, как бы, это актуально должно быть. А кто уже дополнительно там хочет, то, ну, то есть, чтобы действительно было актуально, мы же будем это еще и... Все, я вас иногда просто, чтобы написать пост, надо тоже время, а не чтобы его прям раз выдернул и быстренько вставил. Юр, согласись, если уже будет фото, будет какой-то костяк,
какой-то, да, скелет. Ну, ты на уже фото потом, я да. почему и писала, потому что вот сколько я когда делала такое, что один пост в день, я реально потом сидела, долбалась полдня с картинкой, чтобы сделать классную картинку, ну, чтобы оно хоть как-то выделялось и более-менее смотрелось. Лишь бы ее скопировал там и написал, это вообще ни о чем, оно меньше Ну, заходит. давайте другой какой-то вариант, там, Ну, смотрите, давайте придумаем Прописать правильный хотя бы вариант. примерно. Давайте Ну, не придумаем, а будем делать так, как делают нормальные люди. Как делают нормальные люди, которые выходят на какой-то результат в социальных сетях? У нормальных людей есть контент-план. Да. Понимаете? Контент-план – это что мы выкладываем, когда мы выкладываем, в какое время мы выкладываем. Поэтому, народ, смотрите, давайте так с вами поступим. Вот всей толпой, всем колхозом, да, мы будем обсуждать контент-план. И желательно, чтобы вы все этого контент-плана придерживались. Я буду делать именно в соответствии с тем контент-планом, который мы обсудим. Мы договоримся, что, например, на этой неделе мы выкладываем 2 поста, один там развлекательный, о здоровье, да, второй там по конкретной продукции и так далее. То есть мы прописываем контент-план, мы его все обсудим, и мы будем его придерживаться. Это для всех. Я сейчас говорю про людей, которые решили, что им вот сейчас, лично им надо, то есть, например, Юле надо, либо еще кому-то, нужен какой-то конкретный пост, понимаете? Ну, нельзя всех там под одну гребенку. Вы решили, что нужен конкретный пост. Но опять же, чтобы было понятно, я вам покажу сейчас. Я же тут все сохраняю. Вот смотрите, кстати, как открываются ссылки, сразу заметьте за руками. То есть кликаю раз на ссылочку, появляется вот такое всплывающее окошко в таблице, я кликаю по этой ссылочке, открывается эта ссылка. Смотрите, что я вам показываю. Скорее всего, вот человеку, который разместил этот пост, это участник нашего чата, сейчас не буду даже говорить, кто это. То есть ему нужен был вот пост, на котором необходимо было вот написать вот это счастье, что у человека есть WhatsApp. Мы вот все поняли, что у человека есть WhatsApp. Все поняли или кто-то не понял? да, понятно. Наглядно. Да, очень наглядно. Значит, но можно было бы это, согласитесь, сделать лучше. Ну, то есть с теми возможностями, с теми инструментами, которые у нас есть сейчас. И, например, возможно, для кого-то вот это, ну, ненужный пост. Логично, да? Ну, то есть он вам не нужен такой. Но человеку-то надо. Игорь, вот он... извините, это вот да. на этой картинке вот это телефон стоит, да? Ну да, это пишите в WhatsApp, чтобы связываться. Сперли мою картинку. Ну что значит вашу картинку, Татьяна? Ну, Я ее сделала. Ну молодец, молодец. Ну И давайте. просто я сделала с этой картинкой. Ладно, еще раз покажу. Вот Юля, смотрите, наш самый активный пользователь. Обратите внимание. Вот такое вот текстовое описание, которое, вот, кстати, обратите внимание, вот сейчас Facebook очень шикарно заходит вот такие вот высокие, длинные, большие посты. То есть, честно, сперли из Pinterest, там есть длинные вот посты. Они очень привлекают внимание. Посмотрите, пост занимает вообще всю страницу, видите? Прям вся страница, блин, ваш пост. Ну, практически одностраничный сайт. Вот Юле нужно было вот это сделать. В принципе, вот это же можно было сделать исключительно там спешно для Юли, да, но, например, в той же самой замечательной конве, которой я сейчас пользуюсь, взять шаблон, конкретно шаблон, ну, например, либо объявление можно было взять, либо, например, документ формата А4. То есть, ну, нужно... Вот, например, смотрите, можно было вот что-нибудь типа подобное взять, либо с буллетами, да, и на основе вот этого вот шаблона написать то, что сделала Юля. Вот ей нужно было, потому что текст очень сложно оформить, понимаете? И тогда бы у нас с вами получилось бы, ну, наверное, чуть-чуть покрасивее, да? Вот, я еще раз говорю, если лично вам требуется что-то, вы пишете, я с вами созваниваюсь, и я лично для вас делаю. Будут другие выкладывать это, не будут, это, скажем так, личное ваше дело. Потому что, смотрите, коллеги, я каждый день начинаю с того, что открываю нашу табличку со ссылками на ваши странички, прохожу по ним и смотрю, что, конечно, далеко не все то, что мы делаем, то, что мы генерим, выкладывают у себя на страницах.
Но опять же, почему? Ну, потому что это ваши странички, и вы сами принимаете решение, нужно мне это или не нужно. Но когда на страницу вообще ничего не выкладывается, даже лайкнуть нечего, понимаете? Ну, зачем тогда вы ссылку разместили на нее? То есть если вы в нашу табличку, которую я вам только что показывал, все-таки разместили ссылку на свою социальную сеть, то мы все понимаем, что вы в эту сеть, на эту страничку постите то, что мы делаем. Если вы просто разместили ссылку, что есть у меня контакт, но я туда вообще не захожу, я сижу в Инстаграм, удалите нафиг эту ссылку, ну честно говорю. То есть оставьте только один Инстаграм, то есть куда вы выкладываете, чтобы другие люди просто не тратили время на просмотр вашей странички. Они сегодня зашли, у вас ничего, завтра зашли, тоже ничего. Ну а третий раз уже и заходить не захочется, понимаете? Потому что время это все-таки это время. То есть, значит, давайте я сейчас немножко подрезюмирую. Я все-таки, еще раз говорю, мы с вами тогда коллективно обсудим контент-план. Вот продумаем, что, и я буду вам делать именно по тому контент-плану, который мы обсудим. Но если кому-то из вас конкретно что-то нужно, прям вот что-то загорелось, либо кто-то нашел какую-то красивую идею, коллеги, значит, кидаем идею в общий чат, я понимаю, что вам что-то нужно, я с вами списываюсь, результат я кидаю в наш, опять же, общий чат, то, что я сделал, тут уже на ваше усмотрение. Хотите себя публикуйте, хотите не публикуйте. То, что мы сделали в рамках контент-плана, пожалуйста, выдерживайте все, я буду писать публикации в соответствии с контент-планом. Пожалуйста, это делайте. Такой режим работы устраивает вас или есть что-то? Нет, конечно, да. Да. Меня Да. единственное вот как бы вопрос такой, что не хочется, чтобы это было шаблон на шаблон похоже вообще во всех Жанет, я тебя соцсетях. услышал, я тоже об этом, вот если ты это читала, я обязательно об этом сейчас скажу. Значит, смотрите, коллеги, если по согласованию ТЗ и по работе, что и для кого выкладываем, понятно, значит, двигаемся дальше. Вы просто не видите, я не стал вам сейчас включать демонстрацию экрана, я читаю по своему плану. Теперь смотрите, коллеги, форматы. Вот мы стараемся делать хороший, красивый контент, но с чего я начинаю? Я начинаю с вертикальных шаблонов, с приоритетной публикацией на данный момент для меня. То есть я сейчас все выкладываю в Pinterest и буду выкладывать в TikTok и в Stories, да? Там все высокое, вытянутое. Коллеги, когда мы сделали первые результаты, даже если он вам понравился, я вас просто прошу не выкладывать, пока вы не понимаете, под какую нишу это сделано. То есть я просматриваю ваши профили и вижу, что вы вертикальные картинки фигачите в новостную ленту Instagram. Сейчас даже не буду показывать, сами увидите, что происходит. Он просто режет вот так вот кусок, да, еще слева вставляет, ну давайте я вам свое покажу, да. То есть вот когда я сделал с этой замечательной женщиной, которая мне очень понравилась, вот смотрите, в нашей группе, в которой я стал меньше выкладывать, я буду выкладывать все-таки то, что мне очень нравится, и буду выкладывать все-таки в первую очередь на страничку «Красота и здоровье». Вот эта замечательная женщина, инструктор йоги. Вот смотрите, это не форматное изображение. Оно вертикальное, видите? Но и в принципе Facebook как-то из-за того, что он поддерживает высокие изображения сейчас, он не стал его обрезать, он не срезал вот эти части, вот это он не срезал, вот это вот он не срезал, да? А вот кто вот это видео или эту картинку выложил в Инстаграм, у вас верха нет с продуктом и низа нет с продуктом, понимаете? На что народ будет смотреть и как это будет восприниматься? Это будет восприниматься, извините, выражение не совсем верно. То есть, когда я сделал тот вариант, который всех устраивает, я уже делаю вариант под конкретные ниши. Вот, например, квадратный вариант, видите? Вот смотрите, как это должно смотреться. Вот этот вариант подходит практически для всех социальных сетей, в первую очередь для Инстаграм вашего любимого, да? Никаких черных этих штук, все аккуратно вставляется, потому что это сделано под формат ленты. Я теперь
кто-то, опять же, из вас сказал, пишите подо что это. Я буду писать, значит, выкладываю для дынч, понимаете, выкладываю для ленты, выкладываю для сторис и так далее. Понятно? Так будет лучше. Да, Игорь, а еще, Понятно. знаете, Можно я какой еще вот... добавлю? Нет, понимаете, Девочки, почему? вы Здесь когда никто из вас не публикуете- капризный, просто вы откройте наш чат в WhatsApp и посмотрите. WhatsApp, он любую картинку, вот она вертикальная, он ее бамс сжал квадратной. Вы ее скачали, вы думаете, что она квадратная, она в оригинале-то вертикальная, и вы ее выложили. И потом, опа, а что у нас получилось? А получилось у нас фигня. Вот. Извините, я вас перебил, что вы хотели сказать? Любочка. Я хотела спросить, у меня, например, этот самый, вот там козье масло стоит, да? Ну. Ну, вот я бы хотела, например, эту же картину, ну, это видео, но глюкохон или там харпагин, ну, то есть такие продукты, которые для суставов у нас, капсулы. Вот, поменять там, вот, например, эту надпись вместо козьего масла. Ну вот смотрите, сегодня я вам сделал по свекле, да? Когда я спросил, есть у нас что-то по свекле, мне сказали, ничего нет. Я поискал, понял, для чего свекла используется, и написал. Потом кто-то из умных сказал, что свекла для того-то и того-то. Я за минуту вам поменял сразу же, и все. То есть вот на основе уже сделанного утвержденного шаблона можно вообще менять просто, 2 минуты времени будет тратиться. Все что угодно. Да. Это надо будет к вам как-то, да, обратиться и это... Или это можно самим даже делать? Я вообще вижу все, что вы пишете в чате. Извините, я чат читаю. Поэтому если я... Всё, хорошо, поняла. Не, ну вот смотрите, пример, вот с этим, с белорусским, да, вот Жанет у нас тут генерит такие идеи, Да, давайте возьмем пацана и будем его использовать, да. То есть я вначале это делал для чего? Для иммунфит, потому что она сказала вот там что-то про иммунитет. Я не нашел это место, потом уже только нашел. Опять же, кто-то из умных сказал, он там... Да, витаминка там больше подходит. Заменили, это заняло там 2 минуты, но все равно кто-то из вас успел фигануть первое видео с бутылкой. Я у кого-то видел с бутылочкой. Ну, то есть иногда вы просто прям чересчур. Там просто у него такие слова, что из его песни можно там половину нашего пресс-листа отрекламировать. Но... Я, честно говоря, вообще думала, что там эти слова относятся вообще к чуть ли не там каким-то таким вещам. Он не про те витаминки. Наркотическим. Да, вот я тоже. Девочки, там совсем, по-моему, про другие витаминки речь шла. Когда делаете публикации в Инстаграм, в соцсети, в любой другой вы двигать не можете. Там что загрузили, то загрузили. В Инстаграм, когда делаете пост, вы попробуйте подвигать вот так пальчиками саму картинку. Потому что, да, чтобы ее вместить. Чуть-чуть форматы, она не помещается. Оно обрезает и все. И естественно, что вот такой продолговатый, как для сторис, она не пойдет, она не поместится. Он ее просто обрежет. Но даже обычные квадратные вы пробуйте пальчиками двигать. И когда видео загружаете, обложка там есть. Во время загрузки видео внизу там написано «обложка». Вы нажимаете на обложку и выбираете то, хоть прямой, когда вы проводите прямой эфир, вы можете подготовить любую картинку, которая вам нужна, и ее загрузить на обложку. Тоже имейте в виду. Вот особенно, Людмила, вы говорили, что вы контент-план, ну, как бы там составили. Вот тоже можно загружать на прямые эфиры. Люб, то есть это касается меня, да? Да, когда вы ГТВ, вот вы прямой эфир провели, перед загрузкой можно выбрать обложку. Я уже все сделала. У меня все готово. Здесь один вопрос, если сейчас это по теме. Я только провела 2 прямых эфира, такая ситуация. В Инстаграм изменились условия, и там теперь можно на ЖТВ это загрузить, но в ленте не появляется видео. Это надо думать, как еще и в ленту его загрузить. Вот этот момент. Не понял. Сейчас, если ты сохраняешь ЖТВ, то в ленте не появляется видео. Там надо еще как-то помудрить, чтобы в ленту его. Сейчас... Если честно, такая ситуация, если вы транслируете через какой-то сторонний сервис. Нет, я все делаю то же самое. Сейчас изменения произошли. Я сегодня читала. А ты через Инстаграм делала, да, Любочка? Я 2 эфира провожу. Один Инстаграм, другой через Рестрим. Вот это жадность называется. 1500 рублей, 1 эфир во всех. Нет, это не жадность. Это не жадность. У меня эфиры разные получаются. В разные дни. Вчера было, сегодня. В разные дни. Они у меня... Тема одна, а эфиры разные получаются.
вы могли бы работать в 2 раза эффективнее, если, особенно если вы проводите 2 разных эфира. Вообще бы сказка была. У вас бы так же бы получалось эффективно, как у нас сейчас. Вот кто помнит? Помните, когда мы раз в неделю проводили эфиры? То есть, во-первых, это все было, ну, то есть разница 7 дней, то есть за 7 дней народ вообще очень много забывал. Вот сейчас у нас вот прям такой нормальный режим. То есть мы не успеваем расслабляться. То есть 3 дня новый эфир. И уже как-то это все живенько пошло. Если вы проводите 2 эфира разных, понимаете, но в разные социальные сети, блин, да вам просто сам Бог велел делать это через Рестрим, через платную А когда пойдет результат, тогда я сделаю. Сейчас пока нет, смысла нет. это Но вот этот вопрос так остался у меня под знаком вопроса. Я сейчас сижу, разбираюсь. Вы меня прям порадовали. Просто я вот сейчас вы мне говорите, это сказка для меня. Основная проблема всех сервисов, которые фигачат в этот хренов Инстаграм, то, что они не сохраняют в ленте. То есть все остается в сторис на 1 день. Понимаете? Нет, не в сторис. Не, раньше было, сохраняешь в IGTV, я вам говорю и все, про и он в сервисы. ленту Я вам сразу говорю сам. про сервисы. То есть любой сервис, вот, который я использую сейчас, вот сейчас эфир идет, он будет сутки храниться у меня в сторис. Если я бы вот сейчас включил телефон и вот здесь вот рядом поставил вот этот, да, я бы сохранил бы, оставил в GTV, у меня бы упало бы это в ленту. Вот. В ленту не падает сейчас. Там надо сейчас, но поверьте мне, это однозначно временная вещь, потому что вы посмотрите, как меняется Facebook. Я вообще не успеваю за ним следить. То есть сегодня одно, завтра другое. Инстаграм – это часть Фейсбука. То есть однозначно там будут изменения идти очень много. Вот поэтому надо с этим уже они тоже однозначно разбираться. Поменяют прямые эфиры. То есть они уже начали в этом работать. Люд, ну у тебя получилось его в ленту разместить? У меня получилось только Девочки, IGTV сохранить. Оно просто разделяет. У нас вот теперь есть лента и просто переключение на IGTV. Когда вы включаете сторис, там можно само IGTV подтянуть из IGTV любое видео, которое вам нужно. Оно раньше падало, там ссылка такой, можно размещать в сторис, что вот оно упало, и люди его в любом случае А в ленту, увидят. Юль? Ну, в ленту, значит, просто писать об этом, что когда вы переходите на моем аккаунте в IGTV, ну, и выходите из этих проблем, это не проблема, оно постоянно обновление. Дело в том, что не проблема, надо разобраться, как это делать. Это можно делать, только с этим. Вот я сегодня вечер сидела, с этим разбиралась. А что вы разбираетесь? Объясните мне, я не пойму. Юля, как из этого IGTV на ленту разместить? Я у одной девочки нашла видео, но с этим надо разобраться. И комментарии сейчас, они тоже уходят, их тоже не видно. Комментарии сейчас все видны в паблике Фейсбука. Это все объединилось. Я так хочу спасибо сказать Фейсбуку. Захожу в «Здоровье, красота, благополучие». Все комментарии, которые пишут на связанном аккаунте Инстаграм, я вижу в Фейсбуке. Блин, счастье. Вот много я не мог делать в этом вашем хреновом Инстаграме, а в первую очередь не мог видеть, что мне комментируют. А это очень важно. Когда люди комментируют, нужно отвечать. Сейчас захожу в паблик Фейсбука, привязанный к аккаунту Инстаграм, вижу все, что у меня там пронаписали, и спокойненько с компьютера отвечаю. То есть, блин, спасибо Фейсбуку. Еще и они там сохраняются, да, Игорь? Да, конечно, комментарии. Конечно. Если Конечно, у вас да. есть официальная страница, к которой привязан Инстаграм, там же тоже можно на компьютере выходить, сообщения, и там они все подтянуты. Да, и скорее всего сейчас туда привяжут и и WhatsApp. Все, что вам пишут в WhatsApp, тоже можно будет читать в одном месте, потому что они как раз работают над этим. Так, народ, все, мы уехали несколько в сторону. Давайте, да. Так, значит, пожалуйста, запишите себе, вот прям запишите, потому что, чтобы это вот не было просто сидением около телека. Значит, после того, как мы утвердили шаблон, вы ждете, пока я не сделаю из этого утвержденного шаблона 3 варианта. Один вариант под сторис, один для ленты и один горизонтальный, потому что я вижу, что вы пользуетесь Одноклассниками. Значит, для Одноклассников горизонтальный вариант. Понятно? Значит, я это Игорь, а ВКонтакте какой вариант? Под сторис? ВКонтакте квадрат. Квадрат и сторис вертикальный. То есть все там, все это поддерживается. Вот, значит, когда все готово, вы, в зависимости от того, какая ваша социальная сеть приоритетная, берете и правильно, чтобы ничего не обрезалось, выкладываете себе. Я это буду писать. Это понятно, да? То есть не спешите, потому что, чтобы вы не портили свою ленту. Вот такое вот
размещение неформатного контента, это прям, ну, очень бросается в глаза. Теперь, вот то, что сказала Жанет. Если все будет одинаково, это абсолютно плохо. Поэтому, смотрите, коллеги, что я вам предлагаю. Но те, кто пользуется Инстаграмом, вам вообще проще. Вы на любую картинку можете накладывать фильтр. Вот прям без вопросов. И делать ее, например, в вашем фирменном стиле. Но для того, чтобы вы, скажем так, ну, не мучились, и чтобы у нас не было вот этого абсолютного единообразия, потому что вот эта одинаковая картинка у всех, это не всегда хорошо с точки зрения самой социальной сети. Он видит, что картинка одинакова, он не считает, что это новый контент, понимаете, и он не особо хочет продвигать. Поэтому что я буду делать? Вот для меня, когда шаблон уже готовый, я могу там за несколько секунд, реально секунд, наложить несколько фильтров, поменять какой-то цвет, немножко подвигать картинку, растянуть, понимаете? И сделаю то же самое, но оно уже для роботов социальных сетей будет другим, потому что они увидят, что другой текст, другой фильтр, то есть это будет для них другая картинка. Игорь, то есть это можно загрузить, допустим, эту картинку в канву, и что-то чуть-чуть изменить, так что ли? Да нет, фиг получит. Нет, но в принципе вы его можете загрузить в канву и наложить несколько фильтров на эту уже готовую картинку. Либо, если уже научились работать с текстом или двигать какие-то фигурки, да, вы можете прям... Вот, например, смотрите, человек делал с WhatsApp своим. Я бы вам мог сделать шаблон, где бы написал WhatsApp и плашечку пустую, да? Вот я вам кидаю такую картинку, если кто-то уже начал работать с канвой, а для этого требуется абсолютно бесплатная версия, вы загружаете эту уже готовую картинку в свою канву, вот, и просто вот в эту плашечку впечатываете в свой WhatsApp. Все, и у вас уже уникальная картинка ваша. Вот, например, что я сегодня делал, я списался вот с этой девушкой, с украинкой, вообще замечательная женщина, она сказала, что без вопросов используйте, только указывайте, что автор я. Ну, то есть это ее фотографии, понимаете, мы их будем использовать. Я за себя. Все, что я буду выкладывать, беря с ее странички, я буду писать. Я ее просто попросил, как тебя там, ну, как тебя представить, кто ты, я там и предложил. Вот, я это буду все делать. Но смотрите, что я сделал. Я взял ее картинку, которая уже лежит в Инстаграме. Я ее загрузил в канву, наложил такой, видели, там рамочку, да, аккуратненькую. То есть, в принципе, картинка вообще не поменялась, то есть дизайн, то есть я ее не испортил, но мне так показалось. Хотя, может быть, испортил, да. Фигачил туда верхушечку, там на ручку у парня, у ребенка Вивасан, и вот уже получилось совершенно другое с точки зрения роботов социальных сетей. Игорь, у меня такой вопрос. Я взяла вот эти картинки, и я их поместила в свои шаблоны, которые у меня есть. Это уже меняет картинку? Да, конечно, да, абсолютно. То есть я в Инстаграм сделала все в шаблоне? Да, но вот кто занимается размещением информации в множество групп, ну, то есть посмотрите вот ролик, который лежит у нас на платформе, да, я прям об этом четко говорю, одну и ту же картинку нельзя размещать, то есть вас просто тупо забанят. То есть есть вообще специальные программы, которые берут одну картинку и начинают ее корежить, обрезать, менять разрешение, двигать, и тогда эта картинка для роботов считается уже абсолютно новой. То, что вы сейчас сказали, Людмила, это вообще, в принципе, это уже новая авторская картинка. То, что сказала Татьяна, разместить в канву и там что-то подписать, это тоже уже абсолютно новая картинка. Вот. Поэтому... А еще такой вопрос. Если я перепосты делаю, вот той же картинки... Нет, перепост это абсолютно, это класс. Но смотрите, какая ситуация. Вот вы заметили, кто-нибудь вот следит за группой Вивасан «Наша Швейцария». То есть, когда я в группу выкладываю как администратор, эти посты набирают дофигище просмотров. Почему? Потому что вы все, как участники группы, получаете об этом в ленте у себя оповещение. Когда я делаю перепост со страницы «Здоровье, красота, благополучие», то есть охват значительно меньше, но потому что я там не администратор. Поэтому, когда вы делаете перепосты, это все хорошо. Это хорошо для той страницы, с которой вы перепащиваете. Ну, то есть, на которой вы нажимаете репост. Для вашей страницы это особо нехорошо.
Вот вы продвигаете чужой профиль, поэтому я вас прошу, девчонки, нажимайте на Vivasan наша Швейцария, продвигайте нашу группу, потому что у нас туда идут эфиры, понимаете? И продвигая эту группу, вы продвигаете все направление. Продвигая все направление, вы продвигаете себя. Поэтому, конечно, для тех, кто вообще не хочет ни с чем загоняться с этими красивыми постами, для вас, конечно, самый простой вариант – заходить в группу Vivasan наша Швейцария, либо в паблик «Здоровье, красота, благополучие» и нажимать на одну кнопку «Поделиться». Все. Игорь, вот такой вопрос можно еще? Вот по поводу Конечно. размещения в разных соцсетях. Шаблоны я уже стала использовать, вот только. Мне надо, чтобы в разные соцсети разбросать пост, мне надо поменять цвета шаблонов, чтобы они хотя бы разные были? Нет, если мы говорим о разных соцсетях, этого делать вообще не надо. То есть разные соцсети – это как бы абсолютно разные ресурсы, они еще конкурируют друг с другом. То есть это нет. Этого делать не надо. На это время вообще не тратьте. То есть если вы ведете несколько профилей, то вам нужно сделать один хороший пост и разместить его во всех своих социальных сетях. То есть не меняя шаблоны, потому что я иногда не меняя, потому что это будет ваша узнаваемость лично для вас. Нет, у меня шаблон один, просто цветовая гамма у меня разная, я их меняю. Ну, для разных социальных сетей я бы даже это не делал. Все, я поняла. Для одной это, пожалуйста. Но, опять же, это как бы ваше. Значит, смотрите, коллеги, записали, да, то есть не спешите, пока не утвердим, и пока я не сделаю вам под разные места размещения, не спешите постить. Значит, со стилем я буду вам эти картинки немножко рандомизировать для того, чтобы мы все их спокойно размещали. И все-таки у всех разные предпочтения. Кому-то понравилось с белым текстом, кому-то с красным. То есть вариантов будет несколько. Вот. Ну и теперь мы идем к вот такому моменту, который тут вы вчера оплевали, то есть идею мою не поддержали. Я вам за это очень признателен и благодарен. То есть это с текстами. Я вас попросил написать тексты. Что вы мне ответили? Мы сами будем писать каждый, наверное. Да. У кого другие мнения? Нет, но тексты должны быть разные, это понятно. Я не спорю. Но, смотрите, коллеги, вот у вас, я не знаю почему, но это вот я прям очень четко прослеживаю. Вы почему-то всегда на все смотрите со своей точки зрения. Вы попробуйте посмотреть с точки зрения другого человека. То есть раз, два, три, четыре, пять, да вы, возможно, все здесь присутствующие, но во всяком случае те, которые помнят Zoom, вы все напишите текст. Напишите, я не спорю. Но у вас у всех сейчас, ну у многих, отчетность там по складу. У вас просто тупо времени нет его писать, понимаете? И если кто-то вам уже написал готовый текст, вам проще, я не говорю, возьмите его и скопируйте в один. У вас есть готовый текст. Вы взяли, удалили что-то, добавили и сделали на основе уже нормального текста, который многим понравились, свой вариант. Еще раз говорю. Да, согласна, Игорь, вот поддерживаю, потому что действительно сейчас на складе вообще просто... Кто-то это кто? Некогда. У кого нет склада, напишите кто-нибудь пост, я готова скопировать. Игорь, вы сказали... Я тоже, Юль. Игорь, вы сказали кто-то. Кто-то это кто? Ну, вы, например, Жанет, вы точно. Я почему с вами решил договориться на следующей неделе, обкатать скрипты? Ну, потому что вы очень грамотно, четко формулируете мысли. Поэтому, если вы напишете пост и выложите его в нашем чате, то кому-то однозначно будет легче на основе вашего шаблона что-то сделать. А мне? Ну, тут самое главное, чтобы кто-то должен работать, понимаешь, с чего-то должно вначале упасть. Плюс, опять же, смотрите, коллеги, вы сделаете, но люди, которые, например, в нашем параллельном чате, где 195 бездельников, да, там точно никто это делать не будет. Но я вам честно говорю, там в максимум они что смогут сделать, это взять и скопировать. Поэтому, когда вы что-то делаете, вы думаете о других людях. То есть то, что вы напишете, мы передадим туда, и пусть они тоже хотя бы частично проделают какую-то работу, понимаете? То есть тогда мы все-таки больше сделаем охват, потому что 2, 3, 10 человек не могут работать за всю компанию. Если мы сможем подтянуть к тому, что мы делаем, много людей,
эффект от нашей работы будет больше. Вы все почему-то привыкли работать в одно лицо, так оно проще, я соглашусь, то есть ни на кого особо не рассчитываешь. Но так сложнее, потому что долго придется, ну, вы одна. То есть вы все делаете и тут, и тут, Потому и что тут. Ну, если говорить, это уже так работает. да, если говорить глобально, то да, конечно. Просто эта цель, она будет, так скажем, ну да, Поэтому конечно. давайте глобально. так договоримся. Все-таки какой-то один хотя бы пост к этой картинке кто-то из вас должен написать и выложить. А все остальные возьмут этот пост и начнут на основе него что-то свое творить. С этим согласны? Да. Да. Потому что Согласна. получается что? Я вам Да. кидаю картинки, да, надеюсь, что вы тоже что-то будете делать, а вы что-то вот ждете. И, конечно, делаете, но что вы делаете, я начинаю видеть только тогда, когда начинаю ходить по вашим страницам. Игорь, можно еще, Да, конечно. еще одну ремарочку такую? У нас очень, конечно, многопрофильной продукции вся. Может быть, имеет смысл еще делать, например, вот взяли козье масло, да, кто-то хочет там сказать про бронхолегочную систему, кто-то про суставы. Поэтому имеет смысл на один продукт делать несколько направлений, потому что если мы сейчас такими темпами там за 3 месяца вот это все накидаем, что мы потом будем делать? Что, у нас продукция, думаешь, закончится? Повторять. Нет, я имею в виду просто направленность делать, вот, допустим, ну, то есть из одного продукта, чтобы было несколько вариантов. Конечно, можно в одном посте там просто кучу все перечислить, весь справочник, и все, и что, и смысл. Нет. Опять же, как бы... Ну да, тоже козье масло, действительно, акцент на бронхолегочную сделать, Да, потом сделать акцент на опорно-двигательную. Да. Опять же, вот смотреть по сезону, да, сейчас вот понятно. Ну, то есть, с одной стороны, это и лучше, потому что А с посты другой будут стороны, короче. девочки, лучше, наоборот, показать многофункциональность продукта, что его можно применять и туда, и туда. И тогда ценность и цена обоснована. Ну, Можно показать Тоже, много да, тоже функциональности, верно. но заострить внимание на чем-то одном. Да, потому что разброс Да, Оль. получается такой. То, что И- говорит Жанет, технически мне сделать будет проще, потому что, еще раз повторюсь, когда мы родили, например, какой-то пост по козьему маслу, я его потом легко могу исправлять под что-то, понимаете, меняя различные картинки, меняя тексты. И мы можем налепить там вот по этому продукту нужное количество. Ну, то есть пошел процесс творения по козьему маслу. Мы все налепили, сложили. Может быть, часть вы выложите сейчас, потом часть выложите потом. Понимаете, о чем я говорю? Так, конечно, будет с технической точки зрения, но проще работать. Это я вам честно говорю. ну да, и картинки хорошо, когда их много разных, Да, то есть да, чтобы да, каждый да, выбрал да. там И себе вот тогда мы подходящую. решим вот Это эту как-то проблему лучше, однообразия. чем одинаковое у всех. Да, да, и вот тогда Да. мы там налепим вообще разных картинок на этот продукт, и каждый Да, выберет да, что-то так свое. лучше будет. Давайте, я... Да, потому что я зашла как-то в ленту новостей и Да. смотрю, вот Везде Там одни- все наши. наши да. одни картинки гурьбой просто. Девочки, ну это ж потому, Я что поэтому мы не друг на стала друга выкладывать. подписаны. Дружу один, и Вы всё. понимаете, что те, которые у меня в подписчиках, они не видят вас. Да. Так же, как и Но ваши. понимаете, в чем дело? Я перестала видеть моих друзей, которые обычно бывают, Потому и что вы просто лайкаете. каких-то людей. Мы Мы друг активные, друга и лайкаем. показывает Ну, лента. значит, мы работаем, нас. видите, мы забили всю ленту нашей продукции. Это тоже хорошо. Все, но то, что сказала Жанет, и то, что сказал я, что я вам буду делать несколько вариантов с разными там фильтрами, но то, что предложила Жанет, с разными картинками на один и тот же продукт, это еще круче будет. Это вообще полная рандомизация. Да, это Поэтому, лучше. Да, это окей. Но они будут все в одном стиле, вы понимаете? Они все равно будут узнаваемыми. То есть расположение это Да. будет то же самое, но формат один и тот же, все равно мы будем привлекать к этому внимание. И возможно, и невозможно, а точно это будет работать лучше. У кого-то они увидели один вариант с козьим маслом, да, у кого-то увидели другой вариант, опять же, с козьим маслом. А что это такое козье масло, почему у меня этого нет, да? Логично, да? Так, ладно, двигаемся дальше. Теперь, значит, запишите себе. Значит, тексты кто-то пишет. Вот неважно кто, как вы там между собой договоритесь, но тексты вы пишете. Логично? Мы к этому выводу пришли? Да. Что там один человек сказал? Да. Кто будет писать тексты? Назовите пофамильно, чтобы я вас увидел.
Кто будет писать тексты? Не, ну кто напишет, тот и Так, бросит. нет, кто напишет, не вариант, как говорит Ольга Васильевна, озвучка. Нет, Игорь, вот тоже, чтобы один человек писал текст тоже, это все-таки какой-то стиль определенный. Хоть как не крути, все равно там что-то как-то. Ладно, давайте вот несколько вот, человек. Кто возьмется так писать вот текст? дежурным, я Да. против того, чтобы прям дежурным назначать каждый день. Нет, Давайте нет, вот как-то. нет, это не мой стиль, я не могу так. Значит, кто хочет попробовать, да, правильно вас говорю? Кто хочет попробовать себя в написании текста? Жанет хочет, правильно? Кто еще хочет? Ну, конечно, я очень хочу. Ну, это заметно. Кто еще хочет? Можно график составить, и пусть каждый напишет по Не, тексту. давайте так. Вот Нет, давайте... если график, то я не участвую. Я человек творческий. Да, какой-то давайте график. так. Вот для творческих людей графики тяжело. Давайте, девчонки, скажите. Вот вы все сказали, мы все Он, сами напишем. Кто в чате сами? написала, Шатохина хочет. Шатохина знает, что она хочет? Она в чате написала. Ну, отлично. Вот 2 человека. Кто еще будет писать тексты постов? Да все будут писать, Игорь. Ну, все будут я- писать. все Нет, будем так писать, да. покажите просто мне это- человека Здесь с фамилией нужное время все. просто будет. Где этот человек с фамилией все? Я не Игорь, вижу. просто вопрос в том, что если человек не писал, он и вряд ли будет писать. Значит, все Я, это например, для никто, себя понимаете? приняла Реклама решение, для что всех, я- это не для кого. Нет, Вот я приняла знаю, для ты себя- будешь писать. Кто еще будет писать? Скажите, от кого ждать в чате каких-то постов, текстовых постов? У меня Всё тоже будет. по наитию бывает. Значит, объясняю, народ, почему я на этом вопросе заостряю внимание. Вы заметили, как люди листают ленту. Вот когда-нибудь едете в транспорте, ну, может быть, вы не ездите в транспорте, я езжу, вот, и я вижу, как люди сидят и листают ленту. Что происходит? Вы вообще замечали, как это происходит? Человек сидит, пальцем листает телефон, он останавливается на картинке, то есть той картинке, которая его привлекала внимание. Визуальный ряд, да. Вот он Главное. остановился на этой картинке, а дальше он начинает, читать текст, понимаете? Поэтому текст продает. Поэтому если мы будем писать информационные тексты, которые не продают, мы вот то, что с вами сделали в видеоряде, мы будем вот так вот, понимаете, жирной чертой рубить. Вот, понимаете? Поэтому нам нужны люди, которые будут писать тексты. Поэтому я еще раз спрашиваю, кто? Если вы сейчас скажете, мы не будем это делать, я подтяну 2 людей, которые будут это делать. Игорь, вот формат Так, опять уходим от ответа. Кто будет писать тексты? Конкретно. Продающий текст – это что? Значит, продающий текст. Кто смотрел то, что Юля выкладывала в первой версии нашей обучающей платформы? То есть человек, который профессионально занимается копирайтингом, написанием продающих текстов. По-простому, продающий текст. Я это прочитал, и у меня есть желание это купить. Понимаете? Не просто я узнал, для чего это козье масло, из каких она там состоит, этих вещей, а я прочитал и понял, что вот у меня нога, болит. Но если я сейчас вот намажу этим маслом, да, я вот пойду в пятницу на йогу, и у меня опять инструктор спросит, ну, Игорь, ну у тебя что-нибудь болело после среды? Я скажу, ну не могу вас ничем порадовать, ни хрена у меня не болело, чувствую себя прекрасно, понимаете? То есть продающий текст – это текст, который заставляет, мотивирует человека что-то купить. Пример. Сижу в офисе, слушаю, как Нина Кузьминична разговаривает с народом. Я уже 2 продукта купил из-за того, что просто услышал, что она говорит. 2. То есть она там что-то рассказала. Вот мы и нашли, кто будет писать текст. Нина Кузьминична может с людьми классно общаться по телефону. И нужно людей подтягивать к тому, что они делают хорошо. Вот мне сейчас нужно будет обзванивать людей. Я поговорю с ними, они скажут, ну вот такие мне вопросы. Я им скажу, а давайте вам перезвонит специалист. И к кому я пойду? Я пойду к Нине Кузьминичне. Скажу, Нина Кузьминична, есть телефончик, вот промойте мозг вот этому вот кексу, он попросил сам. Все. Поэтому еще раз вопрос повторяю. Кто напишет тексты? Все – это не ответ. Кто? Но у нас есть один... Игорь, писать-то мы все их пишем, но вот продающие тексты, да, я вот большой это вопрос. Не уловлю вот это. Еще раз говорю, откройте, кто не нашел, могу вам еще раз скинуть. На канале они лежат в открытом доступе. 2 ролика, которые записала Юля. Юля – это человек, который пишет тексты. Ну, они так и называются. Скиньте, пожалуйста, ссылочку, если можно, да, чтобы не искать по всем это. Хорошо, там не такие уроки, понимаете, там все коротко. Если вы будете... Ну, это продажа результата, и бьешь по боли, и ты продаешь результат, как бы, если это кратко.
Все, ладно, буду... Юль, надо еще правильно по ней ударить и правильно предложить. Нет, орфографически Вы слова знаете, вот подобрать. везде все-таки пишут о том, что заголовки надо очень правильно подбирать. Потому Дает что заголовок, да. останавливаешься на картинке, ты читаешь заголовок, и только потом ты уже начинаешь открывать, читать. Ну, правильно, дальше. как вы раньше говорили, продающие фразы. Так, ну, в общем, по текстам понятно? Да. Понятно. Так, Понятно. и финальный, ну, не финальный, один из по нашему вопросу. Смотрите, коллеги, вот наша страничка, да, я специально ее показываю. Вот видите, что я тут сделал? Результаты нашего труда. То есть все, что мы с вами делаем, нельзя терять. Вот Юля это уже поняла, потому что если у нас будет место, в которое мы складываем хорошие, классные картинки по нашей теме, которую мы продвигаем в интернете, вот представьте, придет вам какой-то новичок, не придет, а однозначно он у вас появится, да, и он захочет что-то делать в интернете. Откуда ему брать эти картинки? Что вы ему скажете? Иди изучай канву или там иди изучай супу или еще что-то. Он скажет, извините, у меня времени на это нет, и я не смогу быстро сделать хорошо. Вы ему скажете, слушай, вот у нас есть ресурс, да, ты вот по этой ссылочке перейди, и вот видишь, мы тут все, что мы наделали, мы разделили по разделам: ароматерапия, бизнес Вивасан, здоровый образ жизни или вообще что-то не связанное с Вивасаном напрямую, продукты Вивасана. Я сюда все свалил, буду сваливать все, что не связано с ароматерапией и с бизнесом. Да? Топ – это лучшие, то есть то, что наиболее часто лайкали с максимальными охватами, ну, то есть я это вижу как администратор группы, да, я вот уже нашел несколько вещей, которые сюда можно выкладывать. Вот, и чужие идеи. Вот я перемещаюсь по разным профилям, вот я уже на 2 людей за это время в Инстаграме, то есть прям вот напал, посмотрите, ну вот эту девочку с Украины я вам показывал, да, ну вообще просто звезда, молодец. И вот еще, то есть тоже человек, смотрите, что она делает. Она просто делает такие классные натюрморты, но мне очень понравилось. Вот смотрите, вот, например, свекла была честно стырена вот отсюда, потому что она набрала 133 лайка, видите? Ну, то есть у нее вообще все очень красиво. И опять же по нашей теме, вот тоже я себе сохранил. Еще мне очень понравилась девушка тоже, она занимается нашей продукцией, то есть у нее все красное, вот она, вы посмотрите, тоже вот прям шикарно сделанный профиль. И у нее наша продукция. Видите? То есть вот вы, например, что-то интересное нашли где-то, можно и в чат скинуть, и чтобы это не пропадало, потому что сразу все обработать невозможно, можно куда-то хранить, сохранять. Понимаете? Вот, и когда мы с вами все это не разбазарим, не растеряем, а аккуратненько сложим по папочкам, понимаете, вот тогда люди, которых вы будете приглашать, они не будут стоять, извините, у разбитого корыта. У них будет вообще куча материала, которые не могут использовать. Понятно, для чего мы это делаем? Опять же, не столько для себя, сколько для тех людей, которых вы приглашаете в компанию. Потому что промо-материалы – это очень важно. Чем им наполнять свои профили, если мы говорим об интернет-продвижении. Понятно? Тексты тоже, наверное, можно будет так же. Да, я там сделаю Да, назову ее тексты, и там будут лежать тексты. То есть абсолютно верно. Потому что новичку все хотят, а когда новичок приходит, ему нужно слишком много времени. Ему надо что-то дать, понимаете? А что вы ему даете, кроме там разговоров и какой-то помощи? А это конкретная помощь, понимаешь? То есть вы ему скажешь, вот, пожалуйста, мы для тебя уже все сделали, пользуйся. То есть вот таких, понимаете, простых, но понятных вещей у нас не так много. У нас много каких-то общих красивых слов, а вот такой четкой конкретики, вот на, бери, пользуйся, такого немного. И если мы это сделаем, будет окей. Причем, обратите внимание, вы понимаете, что когда я кидаю в WhatsApp, картинка, она сжимается. Это все понимают? Да. Она из качественной, теперь понимаем. Она из качественной картинки становится, мягко говоря, не очень качественно. С видео он делает то же самое. Поэтому, если вы хотите размещать у себя качественные картинки, вам нужно их выдергивать не из чата, а заходить в хранилище и брать оттуда. Понимаете? Угу. Ясно? А где будет у нас хранилище?
А хранилище у нас будет точно так же, там же, в одном месте. Я говорю еще раз, делаю все возможное, чтобы вас не путать. Вот наш вебинарный план. Понятно, ясно. То есть на той же это самое, Да, блин, там же будут ссылки, да? Игорь, Ольга, вы скажите, там можно закрепить какое-то сообщение, чтобы оно наверху было в чате WhatsApp? Ой, это к Ольге. Я вообще с этими Потому чатами... что чаще всего администраторы, можно там закрепить? Да, или да, нет? но во всяком случае в Telegram Если бы точно можно было вот как раз вебинарный план закрепить наверху, это вообще было да. изумительно. Ольга, Да, а то здесь его нет. приходится искать, действительно, вот Юль точно согласна, Здесь, я здесь. тоже каждый раз с этим Оля, мучаюсь. если такая возможность есть, то окей. Но опять же, народ, вот если бы вы, звезды наши, да, если бы вы активно пользовались тем, что называется наша учебная платформа, вот, обучающая, вот смотрите, я сегодня это показывал, вам тоже Игорь, покажу. ну с телефона Я иногда. понимаю, я всегда понимаю. Я сделал специальный урок, который так и называется, ссылки на ресурсы, которые вам потребуются в работе. И вот на все ресурсы, о которых я рассказывал в курсе, я их сюда вот собрал. И это начинается в первую очередь с регистрации на обучающую платформу. И вот вторым идет наш вебинарный план. Но если мы это закрепим в чате, это еще лучше и быстрее будет, понимаете? Потому что вот сегодня кто-то скинул там, пролайкайте мой пост. Как этот пост найти? Нужно идти в этот план, искать вас. Понимаете, сколько нужно сделать здесь? Да, да. А если вы сразу пролайкайте мой пост и ссылку на пост, раз нажал и пролайкал, это время будет занимать секунды. Поэтому, Оль, если можно разместить ссылку на вебинарный план в чате, размести, пожалуйста, хорошо? Хорошо, хорошо, попробуем. А ссылка на пост, она не получается. Татьяна Митрофановна, здесь Болгова? Пусть скажет. Почему не получается-то? Да нет, Получается не все же. знаю, получается На первую страничку, а пост на первой страничке. Он Значит, на самом вы деле- да, просто их получается на твою готовите, вы их страницу. готовить не умеете. Значит, как получить ссылку на пост? В любой социальной сети, когда вы разместили какой-то пост, ну давайте с контакта любимого начну. Про Инстаграм, Там про ваш. три точечки нажимаете и все. Да, можно 3 точечки, но вот смотрите, время размещения, видите? Вот вчера 20, видите время? Вот. Да. То есть нажимаете просто вот на это время, тыркаете, и открывается этот пост. Видите? Все, он у меня открылся, и теперь я просто, извините, вот он у меня открылся, я взял вот эту вот ссылочку, скопировал, и все. Это С адресной строки, да? Да, да, из адресной строки. Это будет ссылка на пост. Теперь понятно. Ну не пошло. Значит, об этом рассказывалось в уроках на нашей обучающей Да, платформе. да, было такое, я тоже Да. помню, но я про это забыла. Да, ну, А, потому Игорь, что можно вопрос не сразу часто пока делают, по платформе? да. Новенького у меня вот девочка зашла, я ее пытаюсь подключить, а там мне пишут, неправильно почта введена. Ну, значит, неправильно введена почта, значит, нет Но такой... я зашла, там у нее вообще нет почты. Ну, а как тогда? Она Там не без может почты он не... без почты. То есть почта – это обязательный атрибут для регистрации на платформе, потому что на почту Все, поняла. с активацией платформы. То есть Поняла. вот так. Все, поняла. Так, ну и осталось уже меньше вопросов. Давайте я сейчас быстренько по ним разберусь. Кто-нибудь видел, как я разделил участников нашего чата в нашей таблице? Да, я Ну, видела. Что молчите? Видели. Я позавчера. Видели. Сейчас. Как вы понимаете, почему я это сделал? Те, которые активные, которые нет. Нет, у кого не выполнены там задания, те, которые надо... Ну, у значит, нас как бы отменить. никаких заданий нет, да, то есть мы же... все Нет, ну люди ссылки умные. вставить, это задание все равно Ну, считается. это даже не то, что задание, понимаете, это критерий, по которому можно людей как-то уже поделить. То есть на первой встрече мы сказали, что мы собрали здесь люди, которые продвигаются в социальных сетях. Я же с этого начал нашу встречу, правильно? Ну да. Все, кто был, все сказали, да, мы продвигаемся. Возникает вопрос, в каких социальных сетях вы продвигаетесь, если вы даже ссылку на свою социальную сеть не разместили? То есть я могу это объяснить двумя вещами. Либо вы не умеете работать с онлайн-таблицами, и вам сложно разместить ссылку, либо вы стесняетесь своих социальных сетей. Вот других вариантов у меня нет. Если вы их стесняетесь, ну я так не понимаю, как вы вообще собираетесь людей из социальных сетей вести?
Светлана Баданина только вышла из заключения с ковидными, Ну, поэтому она разместит. ну, да, поэтому, коллеги, смотрите, давайте я вам тогда покажу, как размещаются ссылки, и покажу еще одну вещь со ссылками, потому что достаточно много людей, когда, видимо, начали это делать, ну, то есть опыта общения с Excel нет, и все там начали писать, вот он там куда-то залезает, захватывает другую ячейку. Ну, так работает Excel, понимаете? Это нормально, тут не надо ничего бояться. Но самое неприятное то, что народ разместил ссылку, ведущую не на вашу страничку. То есть куда угодно. Кто-то на пост какой-то разместил, но в основном размещали на новостную ленту. То есть это не ваша страничка, мы вас не найдем там. Поэтому следите за руками. Вот наша табличка. Вот я захожу на свою страницу, да, то есть по умолчанию у вас открывается новостная лента, то есть новостная лента вот так вот выглядит. И если вы начинаете копировать вот эту штуку сверху, то это не ваша страничка, это как раз вот просто либо ссылку на обычную социальную сеть. Вам нужно либо нажать на себя любимого, вот на свою аватарку, там Игорь Черноусов. ВКонтакте вообще просто, видите, моя страница. И вот когда вы увидели себя, свою аватарку, там о себе что-то, вот это ваша страничка. Вы щелкнули в адресную строчку, скопировали, пошли в нашу онлайн-табличку и выбрали ячейку, которая соответствует вам, и просто взяли и сюда эту ссылку вставили. Я это делаю через правую кнопку, видите? Что будет происходить? Раз нажали Enter и еще раз нажмите Enter. То есть вот 2 раза нажали Enter, у вас разместилась ваша ссылка. То, что она вылезает и захватывает следующую ячейку, это абсолютно нормально. То есть не обращайте на это внимания, понимаете? Скопировали следующую ссылку, выбрали соседнюю ячейку, опять же правой кнопочкой нажали, сказали вставить, Enter, Enter. Вот видите, что у меня получается? Вот такая вот вещь. Игорь, Да. ну не все. Вот я, например, пробовала, у меня не вставляется так, у меня только Ctrl-C, Ctrl-V. Ну, А просто если так работаете вот через комбинацию клавиш, делайте через комбинацию клавиш. Да, но мне просто так не Да. вставляется. Те, кто делает у нас с мобильного телефона, у тех, у кого стоят приложения, я вам даже не могу посоветовать, как лучше эту ссылку копировать, потому что я не пользуюсь мобильной версией социальной сети. Никак, оно дает скачивать сами таблицы, поэтому никак. Вот, поэтому, смотрите, для вас, для кого сложно правильно скопировать эту ссылку, что вам нужно сделать? Откройте наш вебинарный план, найдите меня. Я разместил ссылки на все социальные сети, вот, которые у нас есть. Видите? Щелкаете, выбираете, вот, например, первую социальную сеть, если вы контактом пользуетесь, туда выкладываете. Вы переходите на мою страничку со своего профиля, да? Нажимаете на кнопку «Написать» и пишите мне: Игорь, размести ссылку в таблицу. Если вы пишете, если ваш аккаунт называется Игорь Черноусов, и вы у нас в таблице Игорь Черноусов, я понимаю, кто пишет, да? Например, там Неверова Ольга написала мне ВКонтакте, или, например, написала мне, я вижу, у нее контакт не заполнен, я сам перейду на вашу страничку, скопирую и вставлю эту ссылку. Понятно? Девчонки? Да, да. Поэтому, кто не заполнил, вот все вот эти вот люди, которые не заполнили ссылки, попробуйте это сделать самостоятельно. Если у вас не получится, открывайте мои странички, пишите мне в личку, добавьте мою ссылку, я вас добавлю. Хорошо? И еще просьба, вот проверьте все-таки, вот все вот эти вот зелененькие, это все проверенные ссылки. Было несколько ссылок, которые я выделял красными, которые вели вообще не туда. Я просил, чтобы их исправили. Народ их не исправил. Я исправила. Вот, кто не исправил, я взял их, поудалял, поэтому если кто-то себя найдет и увидит, что у него напротив Одноклассников или там напротив Инстаграма стоит пустая вещь, извините, коллеги, значит, я вашу ссылку унес, потому что вы ее не исправили, чтобы не вводить в заблуждение. Значит, проверьте свои ссылки и заполните. Поэтому еще раз запишите. Пожалуйста, все зайдите на эту страничку и проверьте, у вас
напротив вашей фамилии все ссылки размещены, которые вы хотели, либо нет. Если вы какой-то социальной сетью не пользуетесь, то есть не будете туда выкладывать, просто возьмите ее и удалите, честно говорю, так будет проще. Ну и еще вот посмотрите. Вот, например, моя ссылка на контакт, она выглядит вот так. И вот, например, ссылка вот эта. Она выглядит вот так. Разницу видите? Конечно, прописаны имена. То есть, что это такое? Давайте я вам сейчас объясню. Вот это пользовательская ссылка. То есть, я назвал свою ссылку так, как я хотел. Я ее назвал по названию своего профиля. А вот это системный вариант ссылки. Это то, что вам выдает социальная сеть. Любые социальные сети позволяют из вот такой страшной ссылки сделать вот такую более-менее красивую. Очень, конечно, актуально это для Facebook. Вот посмотрите. Вот ссылка на Facebook, обычный вариант. Видите, какая она длиннющая, да? Вот она, обычный вариант. А вот моя ссылка на Facebook, она, конечно, чуть покороче, но она более понятна. Посмотрите, видите? Тут написан профиль, что-то там дыдыщ, а здесь просто написано Игорь Черноусов. Вот вы можете это все себе поменять. Это делается в настройках. Вот давайте я вам покажу на примере Фейсбука. И могу показать на примере контакта. В Одноклассниках сейчас, наверное, уже не вспомню, где это делается. А у тех, у кого YouTube-канал, такие вещи можно делать только если ваш канал уже прошел требования Facebook, YouTube, он уже набрал определенное количество подписчиков, количество просмотров. Для молодых каналов вот такие вот красивые ссылки делать нельзя. Для социальных сетей это делать можно. Я раньше делала, Игорь, у меня сделано, по-моему, обычное на Ютубе. Но раньше изначально да, это позволял, а потом они решили для молодых каналов такую вещь убрать. Вот смотрите, на Фейсбуке. На свою страничку вошел, вхожу в настройки, еще раз выбираю настройки, и вот прям вторая строчка, имя пользователя, видите? И вы вот тут можете поменять. Нажимаете «Изменить» и меняете, делаете свое имя, которое хотите. ВКонтакте. Сейчас попробуем вспомнить, где это ВКонтакте. Так, контакт. Вот прям тоже адрес страницы, видите? Нажимаете «Изменить» и меняете. И причем в таблице можете ничего не менять, потому что вот эти системные адреса, они так и останутся работать. Но если вы где-то размещаете свои ссылки, вот когда они у вас в пользовательском варианте, они смотрятся значительно лучше. И я вам всем рекомендую это сделать. И люди, которые переходят на вашу страничку, они видят вот ссылку, которую вы сделали. Поэтому, пожалуйста, напишите себе еще одно задание. Это не просто проверить свои ссылки, а сделать их пользовательскими. Хорошо? Игорь, а вопрос такой. Да. Там менять можно до какого, то есть от какого момента, чтобы она была потом кликабельна? Не понял, то есть там еще. же ее не всю, там, ну там начало идет, там что-то Нет, Facebook вы не измените то, что изменить нельзя. То есть вы меняете вот всё. концовочку. То есть называете ее То есть там... Да, там четкий формат. Но если что-то не будет получаться, звоните, пишите, я вам помогу. А вы потом будете помогать. То есть научитесь это делать сами, будете помогать другим, понимаете? Ясненько, да. Вот, но еще, чтобы закончить с вашими профилями, давайте я сейчас еще покажу. Значит, так как мы с вами занимаемся контентом, извините, я сейчас покажу на одном профиле, который я точно знаю, что он в таком состоянии. Вот смотрите. Так как мы с вами занимаемся контентом, а контент начинается с оформления вашего профиля. Видите, шапка? То есть ее нет. Видно, о чем я говорю? Да. Вижу, Игорь, вижу. Видите, вот эту штуку, которая называется шапка, она есть в любой социальной сети, ее можно сделать. И не то, что можно, ее нужно сделать, чтобы ваш профиль смотрелся хорошо. Поэтому, у кого нет шапки, пожалуйста, просьба убедительная,
Либо сами попробуйте это сделать, либо мне пишите, я вам постараюсь сделать хорошую шапку, чтобы ваши профили были заполнены качественной информацией. И самое главное, чтобы эта качественная информация начиналась прям с самого верха, с оформления. Понятно? Понятно. Да. Так, что я еще хотел сказать? Ну и вот последние вещи. Уже все уже, мы уже заканчиваем. Сколько мы уже? Ну, час отболтали, я чувствую уже. Девочки, ВКонтакте, в Одноклассниках никто сегодня пост утром разместил. Вот Игорь только пролайкал, и Жанетта, и все. Пролайкайте там. Тань, мы работали, подожди. Я вообще не входила никуда, девочки. Я даже в WhatsApp я старалась тоже не... отчет писала, у меня тоже склад, но я всех пролайкала, нашла минутку. Танечка, пролайкаем, будешь? Если есть желание, всегда можно найти время. Таня, не волнуйся, все сделаем сейчас. Все. Спасибо. Так, и теперь последние такие два вопроса, которые я с вами хотел обсудить. Они, ну, как бы это один вопрос. Кто видел те посты, которые я там размещал с мужчинами и девчонками? То есть хочешь хороший пост, хорошее оформление? Я вот хотела об них спросить. Вот я их все равно как-то немножко недопоняла. Вот хотела об них спросить и тоже всегда разместить. Вот, давайте вот сейчас об этом поговорить. Как вы думаете, для чего я это делал? Что это вообще такое? У кого какие идеи? Для привлечения людей. Да, я тоже так думаю. На платформу. Да, потому что, смотрите, девчонки, если мы что-то делаем, и мы это как бы не рекламируем, это всегда делание остается внутри вас. И никто об этом ничего не узнает, и особой пользы от этого не будет. Сейчас мы занимаемся реально хорошим делом. То есть мы создаем, пытаемся создавать качественный контент. И если мы работаем все вместе, мы сможем это сделать. Потому что вот эти ваши замечания, ваши предложения, они делают то, что мы создаем, лучше. Как вы думаете, сколько стоит вот картинка для поста в социальной сети? Сколько за это берут фрилансеры? Рублей 500. 200. Ну, где-то от 150 рублей до 500. Вот такие цены. Понимаете, это вот стоимость той картинки, которую мы генерим, и генерим там довольно часто и много. Понимаете? Поэтому, то есть у нас с вами есть реальная ценность. То есть вот у нас с вами есть ценность. То есть у вас, например, у всех есть ценность ваша бесплатная консультация, а у нас есть еще одна реальная ценность – это хороший качественный контент. Поэтому что я сделал? Я написал вот такое вот объявление, которое я еще буду регулярно выкладывать, и вам тоже рекомендую это делать. В чем смысл этого? Ну, во-первых, вы говорите, что вы людям можете помочь, сделать им хорошее оформление в социальной сети, но сделать не за деньги, например, а за какую-то обратную услугу. Но вы все знаете, что во всех проводят какие-то розыгрыши, конкурсы и так далее. Я вам по личному своему опыту говорил, то есть когда я там начинал двигаться в интернете, я очень много людям раздавал вот так вот как бы бесплатно, но я их просил что-то сделать. Что я их просил сделать? Ну, например, я их просил, когда занимался YouTube-каналом, подписаться на канал, сделать репост, сделать комментарий, понимаете? Люди это делали, я им за это что-то давал. Понимаете идею? То есть если вы хотите продвинуть что-то, ну, например, свой профиль в социальных сетях, конечно, можно участвовать в каких-то там взаимопиарах, там, покупать этих подписчиков там в разных местах, но лучше это делать с помощью реальных людей, которым вы реально помогли, вы им дали эту картинку хорошую, как они заказали, сделали им реальную пользу, да, а они вам ответили какой-то отдачей. И вот что я с людей собираюсь спросить вот за картинку или за видео в социальных сетях, я с них прошу: ребята, подпишитесь на YouTube-канал наш, подпишитесь на нашу группу в здоровье и подпишите на Instagram. Понимаете, вот мне сейчас принципиально набрать подписчиков на канал «Здоровье, красота, благополучие», в нашу группу «Вивасан. Наша Швейцария», ну и вот на технический аккаунт «Вивастарс» в Инстаграме. Вот такие 3 действия делает человек, который заказывает картинку. Но
Я от него еще прошу, чтобы он попросил 5 своих друзей сделать то же самое. Сделают его друзья, либо не сделают, это уже как бы второй вопрос. Главное, чтобы сделал он сам. Но я его прошу, чтобы он попросил людей, которые ему не откажут. Но всегда есть люди, которые не откажут. И когда таких людей просишь, они, скорее всего, что-то делают. Понимаете? Вот если мы сейчас начнем двигаться вот в таком вот направлении, что мы получим? Мы, во-первых, привлечем внимание к нашему проекту. Это первое, это нам нужно. Второе, вы продвинете свои профили, потому что я вам буду всех просить, когда вы с кем-то будете связываться, предлагать им создать какой-то контент, только одну ссылку, наш YouTube-канал, просить, чтобы они подписались на YouTube-канал, понимаете? Все остальные ссылки просите там свои, там ваш Instagram там, или ваш YouTube, либо еще что-то. Ну что у вас в приоритете, понимаете? Вот. И эти... Вопрос. Что? Вопрос, можно? Да. Что, допустим, я могу предложить, какую я картинку человеку сделаю? Вы ничего им делать не будете. Ну. Я им буду делать в рамках нашего чата. То есть вы у себя размещаете на страничку вот такую-то рекламу, с вами связываются люди, да? Вы им говорите, значит, подписываешься вот на это, на это, на это. Подписался, окей, покажи мне, что ты подписался, там скриншот вышли или еще что-то. Но это тут уже чаще всего можно людям даже на слово верить, потому что не тратить на это особо время. Но вы с этим человеком начинаете разговаривать, понимаете? Вы начинаете у него узнавать, что он хочет, то есть от него получать ТЗ. Вы понимаете, что он хочет, вы берете это ТЗ, кидаете в наш чат и пишете для взаимопиара. Понимаете, я это вижу, я это делаю, кидаю, кто-то, может быть, еще из наших там это разместит себе, да, но вы получаете картинку, отдаете это человеку, понимаете? Поняла. Вот таким образом мы реально раскрутим и наш проект, вы себе что-то получите для пользы, понимаете? И пойдет какая-то движуха. Потому что сейчас я из вас там клещами вытаскиваю, девчонки, о чем мы там будем рисовать, да? А здесь, если будут люди со стороны, они вам будут кидать такие идеи. Понятно? Вот, это первый вариант. И второй вариант. Но я именно вот так вот буду работать. А скажите, сейчас эти посты уже улетели, где их вот взять? Они в Ну, Инстаграме? вы их можете взять с моих профилей, можете зайти на мой контакт, скопировать. Всё, я поняла. Я там делал 3 для мужика, 3 для девчонки. Я их опять же сейчас вот могу выложить это в хранилище, сделаю там папку взаимопиар и туда их положу, понимаете? Оттуда. В галерее нет? Что? Все картинки из WhatsApp в галерею падают. Да, или там еще где-то лежат, поищите. Еще чат вот этот наш, его же можно чистить, может быть, его почистить весь, кто там администратор. Что значит почистить? Удалить все эти... Вы у себя на телефоне его чистите и все. Танюш, у себя удали, если они тебе не нужны, и все. Да, просто я на телефоне чистить и все. И, кстати, я вам рекомендую, вот в этом состоите, в других наших чатах с названием VivaStars, просто выйдите из них. Вот реально выйдите, потому что там ничего такого не происходит. Да, столько отнимает вообще времени. Да, поэтому вот из всех чатов просто тупо выйдите и все, потому что все, что вам нужно, я буду выкладывать здесь. Там вообще сейчас ничего не пишется. А на своих телефонах чистите. Теперь смотрите, другой вариант. Нам нужны, как вы понимаете, активные люди, которые будут писать посты, которые будут активно принимать в обсуждение, потому что сейчас не так много людей это делают. Поэтому, если человек, который с вами списывается, вы понимаете, что этот человек работает в нашей компании, понимаете? Этот человек тоже занимается продвижением в социальных сетях. Но зачем вот ему давать какую-то разовую картинку, если он занимается тем, чем занимаемся мы? Вы ему говорите, смотри, есть 2 варианта. Вот мы тебе можем сделать разовую картинку вот за это. Либо ты можешь стать членом нашего чата. Условия для всех одинаковые пока. 200 рублей на тот телефон, на который вы переводили. Человек переводит деньги, пишет мне в WhatsApp, я такой-то, такой-то, перевела денежку, фамилию, имя, отчество. Все. Я его добавляю в чат. И у нас появляется еще один человек. А мяса тебе хватит на утро? Мяса нам хватит. Но если лишнее, то, пожалуйста, приносите в офис. То есть, если останется лишнее мясо, то обязательно...
Я поняла, что я не выключена. Значит, понимаете идею? То есть нам нужно, чтобы вы продвигали себя, вот, привлекали внимание к проекту. Но если вы находите человека, который работает в нашей компании и который активный, да, и он тоже будет двигаться в социальных сетях, и ему нужно помочь, значит, приглашайте его в наш чат. Но чтобы никому не было обидно, все заходят по 200 рублей. Я еще постараюсь с Ольгой Васильевной 200 рублей срубить, потому что я ей ссылку отправил. Но я думаю, что она мне не даст. Вот, но для всех условия должны быть одинаковые. То есть нам нужны активные люди, которые вот сюда будут ходить, обсуждать, которые будут принимать, чтобы их за уши не тянуть. Идея понятна? Да, там моя Оля добавилась, Неверова. Вы ее тоже иногда делаете. Но она все, я хожу по ее страничкам, она прям много выкладывает. Игорь, вы самый активный участник. Я там в какую-то программу в ВК попала. Вы самый активный участник по лайкам. Следующая Жанетта, потом Татьяна Митрофановна. Остальных лайков там мало было. Поэтому, если мы говорим о взаимности, девочки, там все лайки видны. Я сейчас 2 дня, честно признаюсь, выпала в осадок, потому что надо, прям сильно Вы надо. просто поймите, социальные сети, Да, это Юль, я тоже. ничего такого тяжелого. То есть вы просто себе что-то там накрутили, что-то сложное и так далее. Социальные сети, по большому счету, это нудно. Это реально нудно. Это нудно и долго. Поэтому во всех социальных сетях я пытался использовать какие-то программы, которые вот эту нудотень снимали. Но некоторые действия, их нереально автоматизировать, их приходится делать руками, понимаете? И если вы что-то делаете нудно и долго, но регулярно, только тогда будет какой-то результат. Поэтому я вам еще раз говорю, девчонки, не загоняйтесь какими-то сложными вещами, оформите свой аккаунт, обрабатывайте оповещения, наполняйте аккаунт качественным контентом, но самое главное, проводите прямые эфиры. И общайтесь с людьми, пишите людям, понимаете? Отвечайте на комментарии, пишите в личку, тогда будет какой-то движ. Просто зашел, посмотрел, ой, мне никто ничего не написал, выкладывать я что-то сегодня ничего не хочу, времени нет, ну давай завтра. Вот это не работает. Понимаете? А завтра то же самое. Завтра будет то же самое. Значит, в принципе, все, что я вам хотел сказать, я сказал. Значит, запись нашей встречи сегодняшней будет, я ее скину в наш чат, поэтому готов сейчас ответить на какие-то вопросы. У меня еще один такой вопрос, технические у меня сегодня моменты после прямого эфира. Ну, с Инстаграм надо разбираться. Одноклассники... Я камеру отключу и продолжу бухать. Да. В Одноклассниках почему-то видео было приостановлено, и оно там не сохранилось. Это один момент. А на Ютубе оно у меня висит, вот где настроить вид канала, там оно у меня есть, а на странице не появилось. Что я не так сделала? В прошлый раз все появилось. Завтра появится. Только завтра, еще рано, да? Ну, во-первых, любое видео, особенно длинное, оно достаточно долго обрабатывается. Все, поняла. Плюс, конечно, вы же говорите о рестриме, я правильно понимаю? Да. У рестрима бывают проблемы, но вот Татьяна, Юля подтвердят. То есть вроде все нормально, в одну трансляцию, в другую трансляцию она постоянно рвется, я ее перезапускаю. То есть то ВКонтакт почему-то не идет трансляции, то там в Одноклассниках он все время пишет передача данных, хотя во всех нормальных социальных сетях он пишет, что онлайн. И в Одноклассниках, если вы не поставите галочку в настройках сохранять видео, он не будет его сохранять. А где надо поставить галочку Одноклассники? Сейчас. В настройках, наверное. Вот рестрим, вот вы нашли Одноклассники, где вот. Нажимаете вот здесь вот шестереночку и вот видите, сохранять запись. Да. Если эта галочка не стоит, то будет так же, как в Инсте. То есть запись прошла, и потом просто не сохранялась. Она сохранилась. А что, с Ютубом надо подождать? У меня видео, смотрю, находится там, где настроить вид канала, я посмотрела, оно у меня там лежит. Ну, значит, она появится в любом случае. То есть появится позже. Да. Все, поняла, спасибо.
А с Инстаграмом я вот попрошу, все-таки надо разобраться, потому что кто-то еще с этим столкнется. Я вот буду разбираться, насколько. Я боюсь там какие-то телодвижения делать, чтобы оно мне вообще не удалилось из житивей. Это вот совсем. С Инстаграмом разбираться не буду. Но то, что вы сказали, меня очень порадовало. То есть теперь смысл ставить телефон и вести с него трансляцию. Понимаете, теперь я буду делать это только через сервисы. Потому что основная проблема всех сервисов, которых я использовал для трансляции, то, что они не сохраняли видео на ленте. Но теперь к этому пришел и сам Инстаграм. Ну, потому что у них фигово сделаны прямые эфиры. То есть это единственная социальная сеть, которая ненормально проводит прямые эфиры. Но я думаю, что ситуация Facebook скоро исправит. То есть нужно просто немножко подождать. Как оно вообще у вас висит, Игорь? Что? Сторис. Это у вас просто телефон не обновлялась версия Инстаграм. Поэтому оно висит. Оно уже у всех давно падало в ленту. И в ИГТВ. Юля, в ленту сейчас не падает. Оно падало в ИГТВ, а потом, и вот это первые 10 секунд, оно было в ленте. А сейчас оно полностью все просто падает в ИГТВ. Там же человеку можно просто переходить, если ему это интересно. В ИГТВ не будут люди переходить. Надо, чтобы и в ленте было. Но это буду уже разбираться с этим. Просто можно дописывать, что можно переходить и смотреть туда. Поэтому, народ, забудьте о своем Инстаграме. Ладно, молчу. Давайте еще какие-нибудь предложения. Что-нибудь еще есть? Хотите что-то улучшить, добавить? Я вот спрашивал у Юли, будем ли добавлять Николая Васильевича. Ну, потому что это наш самый активный сотрудник. И мы с Юлей пришли к пониманию, что мы подумаем над этим еще раз. Я не хочу его добавлять. Почему? Потому у вас что прямая трансляция, если что, идет. Он никому никогда не ставит лайки вообще. Да еще может написать такое сообщение, что... Такую. Да. Пусть он пока антирекламу. Игорь, может, мы эфир завершим? Да.